Большой привет моим подписчикам и гостям моего канала. Меня зовут Сергей Перетягин, а рядом стоит Subaru XV 12 модельного года по прозвищу Пятнашка X и V. А под капотом у этой малышки FB16. Двигатель 1,6 литра на 114 лошадиных сил. Конечно, не так много, как в двухлитровом, но мне кажется, это недооцененный движок, потому что он один из самых беспроблемных. Субаровские оппозитные движки, вопреки сложившимся стереотипам, весьма надежные агрегаты, но есть некоторые нюансы, на которые следует обращать внимание. Скорее всего, я назову это видео таким ярким, броским, скандальным названием «Куда уходит масло?». Ну, как-нибудь так. И, конечно, уровень масла может уходить по разным причинам. От угара из-за залегания масляных колец до банальной течи из-под масляных прокладок. Об этом мы и поговорим в этом видео. И дело тут в том, что конструктивно двигатель так сделан, что он плоский и имеет две головки блока цилиндров. Из-под крышек клапанных очень часто начинается течь масла, особенно вот из-под правой, ну так сказать, пассажирской, потому что она ближе всего находится к системе выхлопа. Большие температуры нагревают эту резинку, и она со временем становится почти как пластмассовая. Вот. Она начинает трескаться, лопаться, и начинается вначале, так сказать, есть такой даже термин масляное запотевание, когда вот еле-еле видно это масло, как будто вот что-то маслянистое разлили, ну, не столь серьезное, с этим еще можно какое-то время поездить. Я заметил это еще когда в прошлый раз менял масло. Но когда я поменял масло неделю назад, я заметил, что это масляное запотевание превратилось в масляные сопли. То есть уже как бы откладывать замену этой прокладки не имеет смысла, потому что масло будет уходить до тех пор, пока не потеряется уровень, а это чревато. Масляное голодание для таких оппозитных двигателей – это очень большая проблема. И, кстати, одно без другого не может существовать. Да? Если вы решили поменять прокладку клапанной крышки, то целесообразно поменять вот эти резиночки-уплотнители свечных колодцев. Ну и точно так же, если вы решили поменять уплотнители свечных колодцев, потому что обнаружили при замене свечей, что есть масло на резьбе самой свечи, то необходимо поменять и эту прокладку. Так что они, кстати, подходят для очень многих моделей, практически для всех. Форестеры, Legacy, XV, Outback и даже Ливорги. И перед тем, как решить проделать такую работу своими руками, я решил узнать, сколько такая работа будет стоить в сервисе. И было это приблизительно вот так. Что? Ребят, а сколько будет стоить замена прокладок клапанной крышки и сальников свечных колодцев? Что? Замена прокладки клапанной крышки и сальники свечных колодцев? 4500 рублей. А машина какая? Автомобиль Subaru. Subaru? 5500 рублей. Машинка-то редкая. Понял. Спасибо. Я уже переоделся, машину загнал в гараж. Что мне потребуется из инструментов, я буду показывать в процессе видео. И один такой фокус, если кто не знал. У кого есть именно не пневмоупоры, а вот такая вот палочка-подставка, и вы всегда ее, вот, в Subaru своей, да, устанавливаете сюда, то для каких-нибудь таких вот серьезных работ, когда требуется еще и вынуть движок, допустим, то есть еще одно отверстие, которое вот позволяет закрепить капот в таком положении. Ну, практически под 85 градусов. Покажи, пожалуйста. Интересное решение, в принципе, вот, продуманное. Нравится мне, нравятся эти Subaru. И, кстати, возвращаясь к стоимости ремонта в сервисе. После того, как они посовещались немножко, озвучили, что так очень плотно здесь все скомпоновано, что для проведения таких работ необходимо будет движок все-таки снять. И чтобы его снять, стоимость работ выросла 15 000 рублей. Но я бы не согласился и на первую, поэтому приступим. Посмотрим, я еще ни разу не делал такую процедуру.
но полон решимости. Поддержите меня лайком и начнем. Посмотрим, насколько возможно сделать такую процедуру своими руками. Прокладка клапанной крышки находится у нас здесь. Значит, мне необходимо полностью освободить место. Я сниму воздухозаборник, трубопровод воздуха и, соответственно, воздушный фильтр. Для этого снимем пару клипс. Ослабим хомут. Один, второй. Еще одна клипса удерживается здесь. Так, не забудем, да, снять клемму с датчика. И отсоединим вам тот маленький шланг. Сам воздушный фильтр держится всего на одном болтике, на одной гаечке, по-моему, на 10 мм. Будет слышно, как ты жуешь. Поешь и все. Что ты держишь? Так уже клапанная крышка виднеется, так намного лучше. Следующим этапом я должен буду выкрутить вот эти два болтика, которые держат катушки зажигания свечей. И, скорее всего, вот эту панель, которая как раз идет на впускной коллектор. Забыл снять часы, сними, пожалуйста. Спасибо. Продолжай лакомиться шоколадкой. Даже не обязательно отключать эти катушки зажигания, можно просто их аккуратненько убрать. Отлично. И, кстати, именно XV с двигателем 1.6 все еще имеет гидроусилитель руля. Именно поэтому мне вот этот трубопровод немножко мешал, я его закрепил сюда вот стяжкой, чтобы лучше был доступ. Но я знаю, что в 2-литровых версиях там уже шел именно электроусилитель руля, и поэтому такой надобности не будет. Все той же головкой на 10 мм откручиваем болты, которые держат вот эту крышку. Отлично. В принципе, мне пока больше и другие головки не пригодились. Вот на 10 мм с большой трещоткой и на 10 мм с маленькой. Ну, в таких труднодоступных местах. Дальше крышка легко снимается. Как раз топливная рампа здесь. Помоем, прочистим, будет красота. И вот теперь стало видно, да. Мне нужно будет выкрутить порядка 8 болтов. Вот 1, 2, 3. Ну и там дальше они пошли, посередине есть. И в самом низу. И вот только сейчас вот видно, что вот здесь вот как раз вот это вот запотевание и сопливость масляная. Но я это увидел только благодаря тому, что менял как раз масло недавно, там на недельке. И как раз заметил такой момент. Так никогда не заметишь. Поэтому те, кто собираются покупать машину, обязательно загоняйте на подъемник. Это как раз поможет вот выявить какие-то протечки, какие-то вот неполадки. Ну и может быть немножко сторговать цену при покупке. Очень легко все срывается, потому что здесь затяжка. Я всегда на американских форумах смотрю, ну или японских. Ну, японский язык я не так хорошо знаю.
А вот английский, да. У них там всегда аббревиатура идет футы. И когда я перевожу, то получается, что здесь уровень затяжки где-то 6, чуть больше 6 ньютона-метра. То есть получается там 6,4. Ну, можно где-то около 7 ньютона-метров, но не больше. Потому что получается, что если там супер передавить, то можно легко эти болты обломить, прокладку выдавить и, соответственно, получить худший результат, чем был. А еще можно очень легко сломать резьбу. И это будет вот самый такой вот негативный момент, если перетянуть. Потому что в каком-то и на драйве кто-то, получается, менял. И говорит, уровень затяжки там 20 ньютона-метра. Ну, там, правда, двигатель был еж. Я не уверен, что там даже в нем 20 ньютон-метра. Потому что сломать можно только так. Лучше всегда смотреть именно то, что говорит тебе сам производитель Subaru. Если не понимаешь, то смотреть на форумах в зарубежных странах, потому что у нас много мастеров, которые насоветуют сейчас. Верхние болты снялись очень легко. Вот нижний тут первый, ну, не так удобно с трещоткой. Я нашел у себя, что у меня от отца остался вот такой вот ключ. Не помню, как точно называется. Типа рожковый. И он идеально сюда вот заходит. Вот. Отлично все прокручивается. Им можно, в принципе, будет и затягивать, и откручивать. Может быть, я дотянусь и до следующих болтов. Знаю, что нижние находятся очень близко к лонжерону. И иногда их легко открутить, в принципе, вот снизу, с ямы. Ну, я сейчас посмотрю, может быть, это можно сделать и из моторного отсека. Вот я залез в яму как раз посмотреть, где именно находятся вот эти болты. И показать, что вот эти подтеки масла. Вот первый, второй, и вот там дальше третий. Можно, в принципе, было бы нормально и отсюда открутить. Только необходимо снять будет вот эту пластиковую защиту. И, в принципе, переднюю защиту. И, возможно, чуть-чуть отогнуть пластиковую защиту крыла. Но слишком много всего откручивать. Попытаюсь все-таки сделать это из подкапотного пространства. Да, как я и говорил, вот я нашел этот болт как раз этим ключом и легко могу его откручивать. Ну, не так легко, но это все возможно. Самый сложный болт оказался, это вот ближний к передку. Вот он такой. Его удалось сдернуть и теперь вот вручную откручивать потихонечку. Очень мало инструментов туда могут подлезть, но я думаю, что это можно было все сделать именно снизу. Но я поленился снимать вот полностью пластиковую защиту. Может быть зря, может мне еще придется это сделать, чтобы обратно туда болт вкрутить. А я также обнаружил, что здесь также есть отверстие, где можно до этого болта дотянуться, только вот все равно ничего не видно. То есть вот отверстие это есть, но все равно ничего не видно. Все делаешь на ощупь. А так-то, ну, здорово придумали, конечно, молодцы. Вот он. Самый сложный болт. После 15 минут, как я промучился, можно сказать, нашел вот такую вот интересную штуку. Смотрите, мужики. И девушки тоже. Отсюда отверстие, я подумал, что оно только вот до сих пор доходит, а оно во всю длину практически. И так как у японцев достаточно маленькие ручки, вот если чуть-чуть постараться, его можно полностью просунуть и открутить, что здесь. Вот я отсюда покажу. И открутить, что здесь. Вот третий болтик, что посередине, что первый. И вот так вот легко. Раз, два, три. И болт у меня в руках. Вот дает.
Вот дают японцы, ё-моё. Хорошо иметь маленькие ручки. Подложу. Не знаю. Не хочу потом масло собирать. О! А вот и наша замечательная крышка. О! Привет! И где твоя резинка? А вот и наша резиночка. И вот отсюда снизу вот наши протекания. Так, сразу запомним, получается, вот эти вот усики, они внутрь заходят. Сейчас мы точно так же свою размотаем. И все промоем. Здесь все промоем. И будем собирать назад. Отлично. Теперь сальники свечных колодцев туго снимаются. Вот такие вот они стали. Ну, я бы сказал, что они такие должны быть. Но мы можем сравнить их с новыми. Новые совсем другие. Хотя очень-очень похоже. Наверное, ее так расплющило. Ну что, вскрываем? Что делать? Так-то она что, походит. Подходит по номеру. Выглядит совсем по-другому. Неужели масло так сотворило за 97 тысяч пробега? Обратно уже все не вернуть. Ну, кстати, похоже, да? Очень похоже. Да, одна и та же. Одна и та же резинка, просто она, получается, так выгинается, когда ее туда вставляешь. Ну вот, посмотрите. Насколько разница, да? Какая разница? О, какая мягкая. И, ну, практически пластик. Ну все. Сейчас поменяем, все будет замечательно. Кстати, если вы собирались поменять свои свечи зажигания, то со снятой крышкой сделать это намного проще. Все, промыл, прочистил. Больше всего, как всегда, проблем было именно с герметиком, чтобы его убрать. Ставим новые сальники свечных колодцев. Теперь дальше ставим вот эту прокладку. В принципе, некоторые ставят ее без герметика и ничего страшного, но в Subaru мануале указано, что они наносят герметик. Я сейчас покажу вот эту картинку, которую я нашел. И они укладывают герметик как раз вот в эти колодцы. Буквально вот от одного места болта крепления до серединки и также здесь. Ну и, соответственно, в 4 местах. Вот. Ну, я на всякий случай взял герметик, точнее он у меня всегда был, вот, для высоких температур. Сейчас нанесу, как указано в мануале. Установим прокладочку внутрь вот этими зубчиками, как мы и снимали. Ставим назад, закручиваем, все проверяем. Так, все, в нужные места я герметик нанес. Ставим прокладку и будем закручивать.
Кстати, когда я снял крышку, я видел, что герметик есть. Он там такой, ну, черно-серого цвета. И часть герметика слишком много вот выдавилось, не знаю. Очень близко было к самому валу. Мне не понравился этот момент. Но видно было, что, наверное, так на заводе собрали, потому что не скрывался он. Так, ставим. Машина дилерская была. Вряд ли они туда полезут на 43 километрах. Ставим на место. Сейчас сначала я все болты наживлю, а потом буду затягивать. И покажу как. На картинке четко показано, что затягивать нужно с середины. Там первый, второй, но они все пронумерованы. Потом с края, ну как крест-накрест. Как когда мы затягиваем болты на ступице, когда меняем колеса. Вот так вот. Сейчас дай покажу, через какое отверстие технологическое пролазит моя рука. Вот видите? Вот там, где стоял воздушный фильтр. Вот она моя рука. Я могу вот первый, второй, третий болт без проблем закрутить. Ну, немножко давит. Вот так. Ха. Порядок? Но это только вот эти последние два болта, можно сказать. Да? Посерединке внизу и с правой стороны внизу. С левой стороны вот у нас хороший доступ. Посередине я вообще молчу. Ну а сверху, ну, сам Бог велел. Так что протягиваю. Напоминаю, 6 ньютонометров, больше перетягивать не нужно. Все собираю обратно. Кстати, если захочется еще вот снять топливную рампу и прочистить форсунки, может быть я так и сделаю, промыть, это как раз самый удобный момент. Лайк. Самое главное, не забыть про все патрубки. Все, что было подключено, все должно вернуться назад. Именно поэтому я всегда все крепежи раскладываю здесь. И если вдруг смотрю, что у меня лишнее остается, значит дело не то. Надо перепроверять. Так, где он? Где мой замечательный хомут, который ты доставал? Вот как здесь. Хомутик. Не забыть. Порядок? Проверяем, чтобы никакой инструмент не остался здесь, иначе, когда мы поедем, он потеряется, либо попадет куда не нужно. Я все разложу по своим местам, заведу, проверю. И пару слов, так сказать, на завершение. Порядок? Ну что, как всегда, работа завершена. Огромное чувство удовлетворения от проделанной работы. Блин, тяжелый, капот. На ноутбуке намного легче.
сложности в принципе не возникло, да? Вот вначале я подумал, что может быть снизу можно эти болтики подкрутить, которые там 3 в самом низу. Но нет, не так уж это просто, надо тогда разбирать полностью всю пластиковую защиту нижнюю. В принципе, молодцы, как придумали. Вот это с этим отверстием, да, технологическим, которое идет прямо вот там, где лонжерон, так сказать. Единственный момент, что вот у меня вот рука достаточно большая, да, если у вас еще поменьше ей, то еще лучше. Потому что вот когда вот туда продеваешь, нужно вот так вывернуть ее и закручивать эти болтики. Ну, приноровиться. Вот поцарапался немножко. Вот. Ну а так, в принципе, все хорошо. Я прогрел машину, никаких течей нет. Ну, за этим, конечно, надо еще последить будет. Но я думаю, что все должно быть хорошо. Для тех, кто спрашивал меня в комментарии, ты ставишь там китайские какие-то с Алиэкспресс запчасти. Вот, смотрите, оригинальная запчасть так, где она должна быть. Если я понимаю, что вот переплачиваю за... Помните, как я менял у кондиционера, да, вот этот подшипник там и полностью вот эту всю муфту. Вот она, это китайская, уже работает сколько, и тьфу-тьфу-тьфу, все с ней нормально. То же самое и со шлейфом, который у меня там, и с датчиком. Тоже мне недавно один подписчик звонил, спрашивал, то же самое у него случилось, фары опустились, можно ли этот датчик ставить. Работает? Работает. Если бы не работал, я бы в комментариях написал полное нехорошее гумно, и не ставьте, ездите к официальному дилеру, ставьте оригинальные запчасти за миллион. Ну, все. Я, в принципе, ожидал, что будет все удачно. Вот. Ну, все-таки я первый раз это проделывал, поэтому, если вы однажды захотите тоже такое проделать, я никому ни к чему не подталкиваю. Считайте, знаете, вот 5000 хотели с меня содрать, да, я как бы сэкономил, скажут, ну вот ты сэкономил 5000, кто-то на тебе не заработал. Я как будто сам заработал, да, на себе, вот сэкономив. Ну и, конечно, получаю огромное удовольствие от этого. Но это я, авантюрист. Если вы нет, то нет. Имейте в виду, что это все возможно сделать, и не нужно никого там разводить на то, что надо снимать мотор, вынимать, и только тогда можно там что-то сделать. Нет, все делается, вот было бы желание. Так что, если у вас есть пару часов лишние, берите инструмент, берите прокладки, меняйте. Ну, потому что, кстати, я ничего не стал делать с левой стороной, со стороной водителя, потому что там все нормально. Только потому что, ну, привык решать проблемы по мере их поступления. Но в основном течет всегда именно вот с правой стороны. Почему? Потому что там рядом находится выхлопная система, сильный перегрев, ну и со временем дубеет эта резинка, и она, конечно, лопается, оттуда течь появляется. Все, движок в порядке, готов к новым путешествиям. Честно говорю, мне очень нравится этот автомобиль. Это личный автомобиль моей красавицы-супруги. Сейчас ставлю фотографию. И я надеюсь, что однажды все-таки соберусь и сделаю на него обзор. Потому что это недооцененный и очень легкий, и очень приятный в управлении автомобиль. Ну а если вам было интересно и полезно это видео или познавательно, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был я, Сергей Перетягин, Subaru XV и, как всегда, мой оператор Максим. Всем хорошего настроения, с праздниками наступающими и пока. До новых встреч в эфире.